Samsung Galaxy Note 7 это поистине легендарный смартфон. Почти каждый человек, который хоть капельку интересуется техникой, слышал про него хотя бы раз. Кто-то узнал его из тех самых горячих новостей, ну а кто-то из мемов, которых про Note 7 было уже очень много. В любом случае, про его печальную историю вы хоть краем уха дослышали. В этом ролике я расскажу о том, как Galaxy Note 7 начал взрываться, о том, как этот смартфон запрещали в самолетах, и о случаях, когда у людей сгорали машины и даже квартира от этого смартфона. Мы очень старались над этим роликом, поэтому не забудьте поддержать его подписочкой и лайком. Началось все в начале 2016 года. В тот момент топ-менеджеры Samsung узнали, что у их главного конкурента iPhone 7 не будет ничего кардинально нового. Поэтому они решили выпустить телефон раньше обычного. Не в сентябре, а в начале августа. Главным отличием седьмого ноута от iPhone должен был стать аккумулятор аж на 3500 мАч, что на тот момент было очень даже много. Для сравнения, у iPhone 7 Plus аккумулятор был всего лишь на 2900 мАч. Хотя в те времена у каждого iPhone батарея была такая себе. В мае 2016 года Samsung отправил Galaxy Note 7 на тестирование операторам сотовой связи, чтобы они проверили антенны и другие компоненты, и те с батареей проблем никаких не заметили. Спустя месяц Samsung объяснили причину названия Note 7 вместо Note 6. Это было сделано, чтобы совпадать с флагманской линейкой Galaxy S7, которая как раз вышла в 2016 году. И вот 2 августа 2016 года на презентации Galaxy Unpacked 2016 был официально показан Samsung Galaxy Note 7. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce the Samsung Galaxy Note 7. It was very difficult to find my jacket to match with this color. Okay, focus right now. Главным нововведением смартфона стала разблокировка с помощью радужки глаза. Он стал первым смартфоном на рынке с такой функцией. Также в нем впервые для смартфонов Samsung был установлен порт USB-C для зарядки. Впервые для серии Note появилась пылевлагозащита по стандарту IP68. Ну и напоследок он получил эксклюзивный синий цвет. Официально Samsung Galaxy Note 7 продавался за $850 в США или же 65 тысяч рублей в России. Всего за 2 дня после презентации в одной только Южной Корее было оформлено 200 тысяч предзаказов, что стало рекордом для смартфонов Samsung. Из-за этого старт продаж в России и Украине пришлось перенести, потому что они не ожидали такой раскупки смартфонов. Новый смартфон людям в итоге очень понравился. Все называли его лучшим смартфоном на Android. Казалось бы, все просто замечательно, что может пойти не так? Спустя 5 дней после старта продаж в Корее, на крупнейшем корейском форуме, посвященном смартфонам, был опубликован пост под названием Galaxy Note 7 взорвался во время зарядки. Samsung в тот же день прокомментировал этот инцидент. Потребуется время, чтобы определить, был ли это дефект устройства или халатность покупателя. В этот момент все подумали, что это единичный случай. Дескать, сам пользователь был виноват, ведь на фото было видно, что телефон был в силиконовом чехле, еще и заряжался через переходник. Но все было далеко не так. 29 августа на YouTube появилось видео от пользователя Ариэля Гонзалеса, в котором был показан полностью выгоревший Galaxy Note 7. Телефон снова был в чехле, но на этот раз он заряжался оригинальной зарядкой от Samsung. В видео он сказал, что телефон загрелся сразу после того, как он снял его с зарядки. Уже 2 сентября Samsung на своем сайте опубликовала заявление. В нем говорилось о том, что на момент 1 сентября было зарегистрировано 35 случаев, и поэтому они приняли решение приостановить продажи Galaxy Note 7 на неопределенный срок. Тем людям, которые уже купили Galaxy Note 7, Samsung предложили заменить их устройство на новую ревизию, с новой, хорошей батареей. Тогда же на сайте Samsung появилась страница, на которой можно было узнать, хорошая или плохая батарея стоит в Galaxy Note 7 по серийному номеру, а также узнать, как заменить свой небезопасный Note 7 на так называемую безопасную версию. Проблема со взрывами в дальнейшем настолько сильно распространилась, что авиакомпании начали запрещать пользоваться Galaxy Note 7 на борту самолетов. 4 сентября в Южной Каролине из-за смартфона у человека сгорел гараж, и владельцу смартфона пришлось переехать из своего дома в отель.
Изначально страховая компания Samsung сказала, что оплатит ему проживание в отеле. Но на следующий день ему позвонили и сказали, что ничего не оплатят. Но потом они поняли, что не время учинять новые скандалы, и в итоге ему все-таки предоставили временную квартиру для проживания. 8 сентября во Флориде Note 7 взорвался в машине, из-за чего она полностью сгорела. По словам владельца, он оставил смартфон заряжаться в машине. В общем, компании Samsung явно надо было подтолкнуть пользователей к замене своих взрывных Note 7 на новые. И они придумали как. 22 сентября на все незамененные Galaxy Note 7 прилетело обязательное обновление, ограничивающее зарядку смартфона до 60% в избежание возгорания. Every time I lock and unlock the phone, that comes up. Watch. Close the phone. Turn it on. All right. Click OK. There I am. Turn it off. Turn it back on. Boom. Not only that, the battery is crippled to 60%. Отказаться от него было невозможно. Откатиться на предыдущую прошивку также было нельзя. И это было только начало. Примерно в 20-х числах сентября людям наконец начал приходить новый замененный Galaxy Note 7, в котором по заявлениям Samsung были исправлены все проблемы с возгоранием. По внешнему виду они ничем не отличались от старых ноутов. Отличия были в системе. Вместо белой батарейки в статус-баре на замененных аппаратах отображалась зеленая. Интересно то, что по правилам дизайна Android, Google категорически запрещает менять цвет иконок статус-бара на какой-либо другой, кроме белого или черного. Но специально для Note 7 было сделано исключение. И вроде все хорошо. Люди получили безопасные смартфоны, продажи возобновлены. А самое главное, больше никаких взрывов. Или нет? 5 октября еще один безопасный Galaxy Note 7 взорвался на борту самолета. Это могло кончиться печально, но благо все обошлось. 9 октября в Тайване взорвался очередной безопасный Galaxy Note 7. Лай выгуливала собаку, и Note 7 был у нее в заднем кармане. Как вдруг она услышала хлопок и почувствовала жар, после чего она быстро вынула телефон из кармана и бросила его на землю. Как вы поняли, безопасный Note 7 оказался не таким уж и безопасным. Так продолжаться больше не могло, поэтому 11 октября 2016 года Samsung объявила о полной остановке производства и продаж Galaxy Note 7, а его текущим пользователям советуют выключить его и больше не включать. С того же дня Samsung начала рассылать специальный комплект для возврата Galaxy Note 7, который включал в себя взрывоустойчивый пакет и перчатки. Необходимо было запаковать смартфон в пакет, затем в коробку и отправить это все дело обратно в компанию Samsung. За возврат смартфона точно так же предлагался либо полный возврат денег, либо замену на любой другой смартфон компании с доплатой с их стороны. А под Новый год Samsung закопали смартфон окончательно. В конце декабря 2016 года, сначала для США, а затем и для всего мира, Samsung выпустила обновление, полностью запрещающее зарядку Note 7. При подключении смартфона к зарядке появлялось оповещение о том, что вы больше не можете заряжать батарею в этом смартфоне, а после разрядки это устройство больше не будет функционировать как мобильный телефон. Это обновление стало последним гвоздем в крышку гроба Galaxy Note 7. После того, как Samsung получила большую часть взрывоопасных смартфонов, а именно аж целых 3 миллиона, компании надо было решить, что с ними делать дальше. Изначально они хотели полностью уничтожить все Galaxy Note 7, но так как это бы обернулось экологической катастрофой, они решили воспользоваться остатками компонентов и искупить свою вину в виде того же смартфона, но с менее емкой батареей, на $250 дешевле и без надписи Samsung спереди, чтобы отличать взрывную и безопасную версию. После плачевного опыта с Galaxy Note 7 компания потеряла аж $17 миллиардов капитализации, а покупатели потеряли доверие ко всей линейке Galaxy Note. Продажи линейки начали падать еще с Note 5, но Note 7 окончательно испортил репутацию этой серии. Испортил настолько, что Note 8 за год продался таким же тиражом, что и Note 7 лишь за месяц, при учете того, что по итогу его массово возвращали. Сама линейка продержалась еще 3 года, а в 2021 ее заменила линейка Galaxy S Ultra. Если вам понравился ролик, буду благодарен, если вы подпишетесь и поставите лайк. Справа, как обычно, благодарность моим бустерам. Желаю всем удачи и до скорой встречи.